Can't you see me? My 몸이 그네처럼 say believe me. 불타오르는 너를 come and feel me, feel me. Oh, can't you see me? My friends don't understand me, no. Всем привет! Вы на канале Room for K-pop, и в сегодняшнем видео мы поговорим об одной из самых популярных групп K-pop – о Blackpink. Их любят и их ненавидят, им подражают, за ними следят, их музыку боготворят и одновременно считают худшим, что когда-либо случалось с K-pop музыкой. Но неоспоримым остается одно – Blackpink уже прочно обосновались в топе самых успешных мировых артистов. Я решила сделать это видео в преддверии годовщины дебюта группы. Однако эта годовщина станет особенной, поскольку до последнего фанаты не могут точно сказать, будет ли это очередным праздником для черно-розового комьюнити, или же мы попрощаемся с любимой группой навсегда. Поэтому давайте вместе разберемся, почему многие люди так уверены в том, что девушки не продлят свои контракты, и более того, некоторые фанаты хотят этого. Но перед началом этого видео попрошу подписаться на канал, поставить этому видео лайк и в конце написать комментарий. Заранее посылаю вам миллион черно-розовых сердечек благодарности, а мы начинаем. Keep watching me shut you down. История создания группы началась в далеком 2010 году, когда компания YG Entertainment объявила о запуске нового проекта, который объединит талантливых девушек в новый коллектив. Однако изначально участниц планировалось 7, среди которых была и нынешняя участница группы Yojo Idol Miyeon. Но сегодня речь пойдет не об этом. Первой участницей, которую нашла компания, была Jennie Kim. Девушка родилась в Южной Корее, но детство провела в Новой Зеландии и могла похвастаться знанием английского языка, что в будущем отразилось на ее позиции в группе. В тот же год среди кандидаток на попадание в группу оказалась Лалиса Монабан, будущая Макне Blackpink. Она выросла в Таиланде и не знала корейского, однако это не помешало девушке пройти отбор. Уже в процессе стажировки состав будущего коллектива пополнила Jisoo, которая изначально хотела стать актрисой, но по воле случая выбрала путь айдола и попала в Blackpink. Последней присоединившейся участницей стала Розе, романтичная девушка с нежным и мелодичным голосом, играющая на гитаре. В течение долгих лет девушки обучались пению, танцам, рэпу, языкам, актерскому мастерству и многим другим вещам, которые, по мнению компании, были необходимы будущим звездам. И вот, 8 августа 2016 года мир увидел новую кей-поп группу Blackpink, в состав которой вошли главный рэпер и вокалист Jennie, ведущий вокалист и лицо группы Jisoo, главный вокалист и ведущий танцор Розе и главный танцор и ведущий рэпер Лиса. Интересный факт, изначально я думала, что главным рэпером группы является Лиса, а не Jennie. Лайк, если у вас было так же. Примечательно то, что Blackpink стали первой группой в истории K-pop, в которой нет лидера. Дебютировали девушки с сингл-альбомом Square One, в который вошли две песни «Бумбая» и «Whistle». Они сразу взлетели во всевозможные топы, они были буквально на устах у всех. С первого дня о Blackpink говорили все. Так давайте разберемся, почему Blackpink стали так популярны и за что их хейтит огромная часть кей-поп фандома. Как бы жестоко это ни звучало, однако Blackpink по факту действительно заменили 21. Для тех, кто не знает, кто такие 21, я расскажу. Это первая женская группа YG Entertainment, которая распалась в том же году, в котором дебютировали Blackpink. В
Девушки пользовались огромной популярностью на Западе, поскольку работали в жанрах, которые в то время были популярны в Америке и в Европе. Однако и на родине их до сих пор считают иконами и, можно сказать, прародительницами концепта Girl Crush. Концепцию Girl Crush можно обозначить по-разному, но в основном это относится к некой крутой девушке, которая привлекает женщин-поклонниц больше, чем поклонников мужского пола, благодаря своей уверенности, внешнему виду и мощным текстам песен или битам. Это все о расширении прав и возможностей женщин и о том, чтобы быть для них примером для подражания. В этой концепции работают или работали такие группы, как 4Minute, 21, Blackpink, Everglow, G-Idol и другие. Так вот, после скандала с одной из участниц 21, группа перестала выпускать такое же количество музыкального материала, каким отличалась ранее. Вопрос об их распуске был почти решен. К тому же агентству срочно нужна была замена, чтобы поставить свою фигуру на доску, ведь в то время два других крупных лейбла из большой тройки уже представили миру такие группы, как Twice и Red Velvet. В то время как Twice прославились своей милой концепцией, Red Velvet заняли нишу элегантности, женственности и яркости, но место королев Girl Crush оставалось свободным. Раз концепт 21 и Blackpink так похож, то у вас может возникнуть вопрос, неужели агентство решило расформировать популярную группу и создать точно такую же? А вот и нет. Young Hyun Sok, создатель YG Entertainment, прямо заявил: «Мы хотели создать более симпатичную версию 21». Этим заявлением он унизил участниц обеих групп сразу. Получается, что 21 страшные, а Blackpink просто их красивые копии. Таким образом, распуск 21, гонка женских групп третьего поколения и репутация YG Entertainment как агентства из большой тройки создали вокруг никому неизвестной группы ажиотаж. Ранее я уже говорила о концепте Girl Crush. В этой части мы разберем, почему, работая в этом направлении, вы уже отчасти можете обезопасить свою будущую группу. В K-pop существует огромное количество концептов. Это понятие применяется к музыкальному стилю, визуальному аспекту, истории песни или истории клипа и так далее. Существует милый, элегантный, girl crush, мрачный, хип-хоп, невинный и многие другие концепты. Безусловно, все зависит от группы и репертуара, но в целом в Азии большой популярностью пользуется милый и невинный концепт, в то время как на Западе такое может понять далеко не каждый. Но согласитесь, что всему миру с большей вероятностью зайдет вот это. А не это. Почему я сказала, что Girl Crush концепт может обезопасить группу? Да потому что если группа не выстрелит в Корее, она может понравиться Европе или Америке, и тогда компания потеряет меньше денег. Возможно, найдется множество несогласных с моим мнением, но я правда считаю музыку Blackpink хорошей, и сейчас я объясню почему. Во-первых, она заедает. Даже бисайды группы знает чуть ли не половина кей-поп фандома, что уже значит немало. А если песни запоминающиеся, на них обратит внимание больше людей, правильно же? Во-вторых, продакшн. Кто бы что ни говорил, но производством их музыки занимаются настоящие профессионалы своего дела. Иной раз даже удивляешься, как им удается создать настолько богатое звучание в песнях. Правда, иногда бывает немного too much. В-третьих, голоса участниц.
Blackpink – одна из немногих групп, в которой у каждой девушки уникальный голос. Их приятно слушать, а разные тембры делают песни более интересными. Безусловно, остаются вопросы к текстам некоторых песен, но покажите мне хотя бы одного фаната кей-поп, который ни разу не пропел «Hit you with that doo-doo, или «Ha, how you like that?». Blackpink создают музыку, которая поднимает самооценку, заставляет себя почувствовать увереннее. Разве этого недостаточно? Безусловно, есть треки или их части, которые хочется удалить из списка работ группы, но в целом я считаю, что у них достаточно хорошая дискография. Blackpink довольно маленькая группа по меркам кей-поп, однако это сыграло им на руку, поскольку каждая участница имеет ярко выраженную индивидуальность и определенный образ, с которым вы можете себя ассоциировать. Дженни – харизматичная рэперша, любительница люксовых брендов, одним словом It Girl. Джису – истинно корейская красавица, скромная, немного неловкая и очень женственная. Розе – девушка с гитарой, романтичная и нежная натура. И, наконец, Лиса – танцовщица с вайбом томбоя, один вид которой просто кричит, на нем просто написано слово «свэг». Крутая и милая одновременно. Такое разнообразие личностей и характеров делает группу уникальной и более интересной для публики. Ни для кого не секрет, что YG Entertainment вкладывает огромные деньги в создание визуального контента Blackpink. Их клипы поражают красотой локаций, монтажа и визуальных эффектов. Безусловно, это сыграло не последнюю роль в продвижении группы. К тому же, каждая из участниц Blackpink очень красивая, и у каждой из них подписаны контракты с люксовыми брендами одежды и украшений, что, согласитесь, повышает узнаваемость и их личного бренда в том числе. Все это принесло свои плоды. Миллиарды просмотров на клипах, первые места в чартах, коллабы с мировыми звездами, стадионные туры, выступления на американских шоу и самых известных фестивалях мира. Так почему же такая, на первый взгляд, идеальная группа нажила себе такое количество хейтеров, а значительная часть их армии фанатов от них отвернулась? То, что для западных артистов является нормой, для кей-поп-индустрии считается неприемлемым. Когда каждый день дебютируют новые группы, которые могут занять твое место, нужно продолжать оставаться релевантным, чтобы не потерять все, ради чего ты старался долгие годы. Поэтому выпускать альбомы по 2-3 раза в год в Корее является абсолютно нормальным. Некоторые умудряются сделать и того больше. Но в случае с Blackpink агентство решило придерживаться другой тактики – выпускать мало и редко, чтобы аудитория ждала возвращения группы. Но пока будут ждать, накрутят миллионы просмотров на старых клипах. Контента выходит настолько мало, рекламные кампании не в счет, что фанаты начали забывать, что Blackpink вообще-то музыкальная группа. Конечно, мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями, но мне кажется, нападать здесь стоит только на агентство, которое контролирует буквально все. Хотя с другой стороны, а вдруг Blackpink не получили бы всего того, что у них есть сейчас, если бы штамповали по 3 камбэка в год? Blackpink перестали считать айдолами не только за редкие камбэки, но и за огромное количество рекламных кампаний от брендов, бесконечных фотосессий для тех же брендов и журналов, посещения модных показов и так далее. И я согласна с этим мнением. Ведь все эти контракты появились благодаря их популярности как исполнителей. А сейчас получается, что они на музыкальных или развлекательных шоу появляются реже, чем на модных показах. Неужели у YG нет денег или связей, чтобы отправить свою топовую группу на пару-тройку дополнительных шоу или выступлений?
Они могут просто не надеть пару колец или сережек в клипе, и вуаля, сотни тысяч долларов на продвижение. Да-да, одни их за музыку боготворят, а другие ненавидят. Многие хейтили их за трилогию «Do-Do-Do», «Kill This Love», «How You Like That», поскольку песни, по мнению поклонников, были уж очень сильно похожи друг на друга. Лично мне было все равно, похожи эти песни или не похожи. Я просто включала их подряд, пока шла по улице, и чувствовала себя королевой этого мира. Уверена, что у многих было так же. Но при этом все забывают, что у них вообще-то есть бисайды, которые запоминающиеся, разнообразные и некоторые даже уникальные. Что уж говорить о таких песнях, как You Never Know, The Happiest Girl, Love to Hate Me и Stay. Помимо прочего, Blackpink – это группа с самым большим количеством соло-сценов. У каждой участницы настолько мощная индивидуальная фан-база, что порой сложно найти OT4 сценов. Соответственно, и причины для хейта у каждой есть свои. У Дженни это ее отношения, якобы фаворитизм со стороны компании, ленивые выступления и так далее. У Розе то, что она якобы не умеет петь, и то, что она слишком худая. У Джису то, что она не умеет петь, плохо танцует, и то, что ее взяли туда только из-за внешности. Ну и Лисе досталось за то, что она не кореянка, она, кстати, стала первой иностранкой в своем агентстве. И за то, что она слишком сильно продвигается своим агентством. Ну и моя самая любимая часть, потому что с ней я вообще-то тоже согласна. Нет, за это не нужно хейтить девушек из Blackpink. Хейт – это вообще то, что должно пропасть из нашего мира в принципе. Но давайте задумаемся. При цене на билеты на концерт, которые достигают $300, мы получаем вот это. А где, стесняюсь спросить, декорации, где шоу? Почему другие группы, которые в индустрии дольше, чем Blackpink, и у которых камбэков и проектов больше, не устают и выкладываются на своих выступлениях на полную? Никто не говорит, что нужно петь каждое слово. Передышки на танцы – это нормально. Но никогда ты буквально всю песню только танцуешь и пару раз выкрикиваешь несколько фраз. Это уже кавер-дэнс на собственную песню получается. Лиса мой биас. Я знаю, что она очень талантливая. Но увидев это выступление, я, разочаровалась немножко, что ли. Если она хотела показать только свои танцевальные навыки, то и петь вовсе не надо было. Подведем итоги. Blackpink по-прежнему одна из моих самых любимых групп K-pop. Именно их песни помогают поднять самооценку. Их голоса звучат потрясающе. Они сами очень интересные личности. Но, как можно было заметить, их успех построен на не очень честной по отношению к фанатам стратегии. А ведь именно эти фанаты смотрят клипы. Эти фанаты покупают альбомы, мерч, стримят музыку. Если сами девушки устали от групповой деятельности, тогда, безусловно, лучшим решением будет разойтись и заняться тем, что им нравится. А если они хотят быть группой, то им стоило бы вспомнить, что кто-то отдал последние деньги, чтобы попасть на их концерт. И совсем не для того, чтобы послушать студийные версии песен и увидеть танец в полсилы. Я надеюсь, что они все-таки продлят свои контракты при условии, что агентство даст им больше свободы и что они не будут петь свои 10 песен следующие 7 лет. Ну, а у меня все на сегодня. Если вам понравилось это видео, буду рада вашему лайку, вашему комментарию. А также у меня была
идея небольшая. Если вам зайдет это видео, то я хотела бы снять видео о том, как я построила бы карьеру Blackpink, какие бы песни я им давала, как часто бы выходили камбэки и так далее. Если вам такое видео было бы интересно, то напишите об этом в комментарии. Ну а с вами был канал Room for K-pop, и до новых встреч в следующих видео!